Всем привет, с вами Кисель, и прежде чем начнем, чтобы не потеряться, ссылочка на телеграм-канал в описании в закрепленном комментарии. Если у вас лагают стримы, то Twitch и Trovo тоже в наличии, а мы переходим к теме видео. Начнем с того, что просто так вы его не купите, точно так же, как было с питоном МК2, только лишь за ароксы. Пока что. Первый вариант за 30 тысяч ароксов с окраской и шипкитом и без инженеров. И подготовлен корабль к грузоперевозкам. Второй вариант за 16,5 тысяч ароксов. И тоже без инженеров, конечно. Корабль, конечно же, не боевой, хоть и имеет на секундочку 6 орудийных гнезд. 1 средний и 5 маленьких, то есть 1 двойка и 5 единиц. Это торговая баржа и очень быстрая. В максимальной сборке на груз везет 404 тонны. Корабль среднего размера, что позволяет ему торговать на аванпостах. И еще, у него такая же фишка, как у питона МК2. Ускорение в гиперкруизе, которое ПГР, не так критично греет корабль, как остальные корабли. Его меньше трясет и в 2 раза меньше жрет топлива. То есть, если нужно будет пролететь с точки до точки 100 световых лет и еще внутри системы пролететь, скажем, 1050 световых секунд, то выбор хороший. Но он везет наполовину меньше, чем катер за один раз в максимальной сборке. Плюс-минус. И что справится быстрее, вопрос открытый. В плане завоза определенного количества ресурсов. Грустный момент. Я зажал свои честно нафармленные ароксы на другие корабли, которые выйдут, а их еще будет 2, ибо мне не нужен торговец среднего размера. Но все же давайте посмотрим, что из него может получиться. Он уже доступен на EDSA и на Кориолисе нет. И все фиты на него будут лежать в моем телеграм-канале постом. И ссылка в описании на пост и в закрепленном комментарии также будут. Так как это торговец, это, считай, еще и майнер, и этот вариант мы тоже рассмотрим. Минимальные щиты, которые на него можно поставить, 3-го размера, и выше вплоть до 7-го, но 3-й смысла ставить нету, 3-го слота у него нету в дополнительном оборудовании, поэтому ставим 4-й, если так нужно будет. В итоге, если ставить 7-й призматический щит, 2 усилителя щита в жир, 1 в термал, другой в мультирезист, получится 2000 щита. Скорость в максимальной прокачке в таком фите 500 метров в секунду, а это мое почтение, и везет 272 тонны. Прыжок 22,7, груженный, без груза 31,6, и это без учета ускорителя FSD стражей, который накинет еще там лет 10. Но вы потеряете при этом 32 тонны, если поставите ускоритель стражей 5-го размера. Если убрать 7-й призматический щит и поставить 4-й, у нас освободится, естественно, 7-й слот. Скорость будет примерно такая же, но груза уже 384 тонны против 272. Груженный он будет прыгать 23,8 световых года. Без груза 40,8. И не забываем, конечно, про ускоритель FSD стражи, который можно будет поставить. В обоих случаях стоит топливозаборник 2-го размера, и ваш корабль полностью с нуля заправится за 1,2 минуты. Что там по поводу сборки подмайнера? 256 тонн груза, скорость уже 507 метров в секунду. Если что, такая скорость не критичная и не супер обязательно. Можно поставить движки послабее и полегче, и силовую послабее и полегче. Прыжок будет больше, но с такой скоростью вот что получается. 23,6 полностью груженный он будет у вас прыгать. И 32,6 световых года он будет пустой у вас прыгать. Но тут уже 6-й призматический щит. И 4-й топливозаборник. Дроны-сборщики 5-го размера, то есть сразу 3 дрона будут запускаться. И тут, увы, нужен подробный сканер поверхности, чтобы сканировать кольца. А щита получилось 1306 единиц. Это с учетом имеющегося сканера импульсных волн, который вам будет подсвечивать камни. Ссылки на все эти сборки будут постом в моем телеграм-канале, куда вы сможете в комменты отправить свои в комментарии под постом. И все новости, которые не выходят на YouTube, как недавний датамайн от Антиксена Инициатив, выходят только в телеграм-канале. Если зачем-то вы захотите сделать из него исследователя, вот что у вас получится. 56,8 световых лет за прыжок. И это он пустой, без щитов, только топливозаборник 7-го размера, сканер поверхности и ускоритель FSD стражей, и без урезания топливного бака, который в стоке 32 тонны, так что на нем не исследуем. Да, и про боевой вариант тоже забываем, ибо есть тот же самый Фердиланс, Мамба, Питон МК2, обычный Питон, Крайт МК2 и прочие корабли. Все обзоры, конечно же, есть на канале. Там не просто мы обсуждаем фиты, как тут, а именно маневренный бой в кольцах против игроков, и называется такой обзор «Элитный обзор». И поэтому я его и не купил для этого обзора.
Данных с EDSI достаточно, чтобы понимать, что это топовый грузовик среднего размера с фишкой перемещения, как у Питона МК-2. Но вопрос, а нужен ли вообще средний корабль майнерам и торговцам, остается открытым. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока, увидимся в космосе.